Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня буду вам рассказывать про корабль, который не очень на слуху, но тем не менее является самым титулованным линкором США времен Второй мировой войны и называется, как вы поняли, Северная Каролина или North Carolina. И всего в типе было два корабля. Помимо Северной Каролины, еще и Вашингтон. Эти линкоры стали первыми современными быстрыми линкорами, которые были построены в США в принципе по сравнению с медленными стандартными батлшипами, и были первыми построенными после ограничений, наложенных Вашингтонским морским договором. В связи с этим была очень интересная судьба проектирования этих линкоров, потому что еще до начала своей службы они прославились тем, что это были корабли, для создания которых было разработано больше 50 различных проектов в течение всего лишь 2 лет, и ни один другой линкор США таким большим количеством проектов похвастаться не мог. Естественно, это было связано и с тем, что практически 20 лет в США не строили большие корабли, но в первую очередь это все-таки ограничение сначала Вашингтонского, а потом и Лондонского морского договора, хотя последний, конечно, в меньшей степени. Про Вашингтонский морской договор я рассказывал практически в каждом видео, в котором касался строительства линкоров, но необходимо, наверное, рассказать еще раз. После того, как закончилась Первая мировая война, весь мир включился в невиданную доселе гонку вооружений, и в частности она касалась строительства огромных надводных кораблей, которые на голову превосходили все, что было построено всего лишь буквально за 10 лет до этого. В Америке такими кораблями должны были стать линейные крейсера типа Лексингтон и линкоры типа Южная Дакота. Аналогичные корабли закладывались в Великобритании, например, линейные крейсера типа G3, а в Японии закладывались линейные крейсера типа Амаги и суперлинкоры Нагата. Понятное дело, что для любой экономики строительство таких огромных кораблей непосильная ноша, и конца этой гонки в принципе видно не было, поэтому было решено, что каким-то образом необходимо ее остановить. Именно с этой целью в Вашингтоне в 1922 году собрались представители 5 основных морских держав и договорились о том, что стандартное водоизмещение всех крупных кораблей будет ограничено 35 тысячами длинных тонн, а калибр максимум 16 дюймов или 406 миллиметров. При этом также объявлялись линкорные каникулы, по которым в течение следующих 10 лет линкоры строить запрещалось. Эти ограничения, как понятно, должны были закончиться в начале 30-х, и была первая, а следом в 1936 году и вторая Лондонская морская конференция. И вот как раз в 1936 году на второй конференции и должна была решиться судьба калибра, который должен был быть далее ограничен до только 14 дюймов, то есть 356 миллиметров. При этом ограничения на водоизмещение оставались теми же самыми — 35 тысяч длинных тонн. Но здесь случилось то, что американцы предполагали, а именно Япония отказалась подписывать это соглашение, потому что единственным условием Японии было то, что количество линкоров для Великобритании, США и Японии должно было быть одинаковым. Ни Британия, ни США на это не пошли, очевидно, чувствуя то, что экономическая мощь этих стран больше, чем Японии, и поэтому в результате в договор было прописано ограничение, что если Япония и Италия не подпишут его, то калибр кораблей можно увеличить с 14 до 16 дюймов. Это было достаточно важно, но что было до этого? Потому что корабли начали проектировать еще до того, как был подписан второй лондонский договор, а именно в начале 1935 года. Как я уже сказал, количество дизайнов этих кораблей было порядка 50, и одни развивались из других. Я не буду вам рассказывать, потому что этому посвящены целые монографии. Вы можете просто ознакомиться примерно со списком этих проектов. Скажу лишь только то, что основной сложностью было уместить те требования, которые хотел флот, в то водоизмещение, которое нельзя было превышать. Основными параметрами, которым должны были отвечать корабли, были следующие. Должна была быть большая скорость. Тогда уже было понятно, и уже начинали также проектироваться и строиться быстрые авианосцы, и для поддержки и прикрытия этих быстрых авианосцев в том числе можно было бы использовать линкоры. Поэтому их скорость должна была быть, уж точно не 23 узла,
а как минимум 27 или даже больше. Помимо этого, у Японии, которая предполагалась основным противником США на Тихом океане, были быстрые корабли. Ну, в частности, были Конго, которые после модернизации вообще могли ходить на 30,5 узлах, о чем в США не знали и предполагали, что у них скорость 26,5 узлов, поэтому необходимо было быть также быстрее и этих кораблей. Также линейные сражения предполагались по-прежнему возможными, потому что та сила, которую себя представляли авианосцы, была еще не до конца осознана, и поэтому корабли должны были обладать все-таки какой-то броней и, естественно, мощными орудиями. При этом американцы предполагали, что сражения между линейными силами на Тихом океане будут происходить на максимальной дистанции. То есть, например, даже на расстоянии 37 километров или 35 километров, где снаряды, естественно, падали отвесно. Именно поэтому, например, для 16-дюймовых орудий по типу тех, что стояли на Колорадо, были разработаны тяжелые снаряды, которые весили почти на 200 килограмм больше стандартных и должны были проламывать палубы, падая на них отвесно. В отличие, например, от тех же линкоров, у которых был меньше калибра орудий, у европейских линкоров 380 мм, например, тот же самый Бисмарк, который, кстати, практически в то же время проектировался, строился и вступил в строй, что и Северная Каролина, в Европе была другая идея. В Европе предполагалось, что у кораблей должна была быть мощная вертикальная броня, а снаряды должны были падать не отвесно, а пробивать именно борт, и сражения предполагались на более коротких дистанциях. Поэтому если сравнить, например, американский дизайн и европейский дизайн линкоров, в частности по бронепробитию, то становится очевидным, что в старом и новом свете были совершенно разные представления о том, как должны были воевать линкоры. Но вернемся к тем проектам, по которым предполагалось строить Северную Каролину. Несмотря на то, что скорость должна была быть большой, все-таки было несколько проектов, которые предполагали скорость в 23 узла. И были даже проекты небольшого водоизмещения для береговой обороны. Были какие-то совершенно фантастические проекты полуавианосцев, что-то похожее на линкор-авианосец Исе, про который я рассказывал, только башни должны были быть в корме, а спереди должны были быть самолеты, которые запускались бы с катапульты. И, кстати, Рузвельту понравился именно этот проект, но его отговорили эксперты, сказав, что, скорее всего, это будет просто не жизнеспособно. У американцев даже были проекты по аналогии с британскими и с французскими линкорами с 4-орудийными башнями на 356 мм, например, 3 башни по 4 орудия. И были проекты, где, например, 3 башни все находились в носу, а в корме ничего не было. Ну, то есть, среди этих около 50 проектов было практически все, что можно вообще было представить. И на самом деле, если вдуматься, то это просто огромная титаническая работа, поскольку учитывались самые малейшие изменения проектов с целью сэкономить хотя бы 100 тонн веса и буквально уменьшение, например, расстояния между палубами на какие-нибудь 10 сантиметров помогало сократить количество стали, которое тратилось на десятки, сотни переборок, настолько, что, например, это выходило в 50 тонн веса. И вот эти вот все попытки по крохам собрать корабль привели к тому, что только к 1937 году оформился финальный проект корабля. Но к этому моменту все равно орудия, которые должны были на нем стоять, были только 356 миллиметровые, потому что не до конца было ясно, подпишет Япония или не подпишет. Поэтому основным требованием, которое предъявлялось кораблям, то, что в случае, если не подпишет, должна пройти безболезненная замена 356 на 406. Это было одно из главных требований. Помимо всего прочего, те настроения, которые были в 30-е годы, были достаточно пацифистские в США, потому что США, с одной стороны, только пережил Великую депрессию и необходимо было восстанавливать экономику страны, и строительство новых кораблей обеспечивало бы население большим количеством рабочих мест, но с другой стороны, новая война и новые стрессы, никто этого, конечно же, не хотел. Уже после того, как стало ясно, что Япония выходит из Лондонского морского договора, даже после этого Рузвельт отказывался подписывать постановление о том, что корабль будет переоборудован на 16-дюймовые орудия, и в результате киль Северной Каролины и Вашингтона уже был заложен,
и только после этого произошло изменение проекта. Однако это изменение было заложено, поэтому действительно прошло безболезненно, но, например, увеличивать броню или вносить какие-то другие серьезные корректировки было нельзя, поэтому линкоры получились такими, какими получились, а именно незащищенными от снарядов своего же калибра, а в то время это было в принципе одним из основных требований, чтобы снаряды своего же калибра не пробивали линкор. Но американцам это было сделать сложно еще и потому, что для их 16-дюймовых орудий они же сами разработали суперснаряды весом, как я уже сказал, на 200, по-моему, даже на 300 килограмм больше, и таких снарядов у той же Японии для их орудий на Нагато не было. В целом такой параметр, как зона свободного маневрирования, а именно зона, в которой корабль не мог быть поражен орудиями вероятного противника, для последнего финального проекта Северной Каролины составляла где-то в диапазоне 17-27 километров. Технические особенности достаточно скучно, но необходимо представлять, какого размера был корабль. Его длина составляла 222 метра при высоте 33 метра и ширине 31 метр. На ширину также накладывалось серьезное ограничение, связанное с Панамским каналом, через который корабли проходили из Атлантики в Тихий океан. И когда корабль проектировали, было очень сложно добиться адекватного бронирования, только используя, например, вертикальную броню. Необходимо было придать ей определенный уклон. И на Северной Каролине этот уклон составлял 15 градусов, основной бронепояс был 305 миллиметров. Наклонять больше или каким-то образом еще делать шире корабль было нельзя, потому что он просто бы не пролез в Панамский канал. Стандартное водоизмещение кое-как уместили в район 35 тысяч длинных тонн, но однако по ходу модернизации оно постоянно возрастало, и если стандартное было понятно какое, то полное водоизмещение в 1942 году, например, когда корабль начал интенсивно использоваться, составляло уже 45 тысяч длинных тонн, но это полное. Основной калибр в результате составил вместо 12 356 орудий 9 16-дюймовых 406 мм 45-калиберные Марк 6. Они были в целом немного похожи на те орудия 16-дюймовые, которые ставились на Колорадо, но отличались тем, что могли стрелять знаменитыми 1200-килограммовыми бронебойными снарядами с не очень большой скоростью начальной, всего 700 метров в секунду. Американцы добились достаточно большой живучести ствола, около 400 выстрелов на ствол, благодаря тому, что они были хромированные, и дальность стрельбы составляла 34 километра при максимальном угле возвышения в 45 градусов. По ходу войны предназначение линкора сильно поменялось, поэтому к концу войны большую часть боезапаса у него составляли уже фугасные снаряды весом по 800 килограмм. Понятное дело, что для доставки таких тяжелых снарядов к орудиям было большое количество разработано подъемников, и снаряды хранились в подбашенном отделении в горизонтальном состоянии, потом они подавались на специальные круговые платформы уже в вертикальном, и затем уже поднимались с помощью цепных подъемников к орудиям. На каждый ствол приходилось 100 снарядов, что в общем давало боезапас в районе 900 на весь линкор, и теоретически скорострельность составляла 2 выстрела в минуту. Еще одним моментом, который очень широко обсуждался при проектировании этих кораблей, была батарея вспомогательного калибра, потому что ее всячески хотели увеличить и не могли никак изыскать для этого возможностей. Но финально такие изыскали, и поэтому вспомогательная артиллерия была очень мощной. 20 орудий 127 мм Марк 12, которые были в спаренных установках, закрытых по периметру 50 мм броней, и были действительно удачными орудиями, которые могли стрелять как по наземным или наводным целям, так были и зенитными. Для этих орудий в дальнейшем были разработаны специальные снаряды с радиовзрывателем, которые были крайне точными и на долю которых приходилось 50% вообще в принципе сбитых самолетов. Скорострельность этих орудий была 15 выстрелов в минуту при начальной скорости снаряда весом 25 кг 790 метров в секунду. Батарея эта действительно была мощная, потому что, например, у эсминцев типа Фарагут, который в 1934
1944 году проектировались и строились. Артиллерия главного калибра была 5 таких орудий, а тут на линкоре на борт 10, то есть считайте 2 эсминца на борт. Дальность стрельбы этих орудий была по надводным наземным целям 16 километров и по воздушным целям 11 километров. Малокалиберная артиллерия также была очень сильно развитой, если, конечно, малокалиберной можно назвать 40-миллиметровые Бафорсы. И конкретно по цифрам здесь очень можно много рассказывать, потому что постоянно артиллерия зенитная улучшалась. И первоначально были, например, там пулеметы 12-миллиметровые и 28-миллиметровые пушки, от которых потом отказались в пользу Орликонов и Бафорсов соответственно. И эти установки всячески улучшались, и количество их повышалось, но, однако, полностью отказаться от пулеметов не могли до 43-го и на Вашингтоне до 44-го года, только потому, что корабли настолько интенсивно использовались, что невозможно было завести их в док и, соответственно, поменять орудия. Про зенитные орудия американские и вообще про ПВО американцев и то, сколько и какими калибрами они сбивали японские самолеты, у меня есть отдельное видео, основано на уже послевоенной статистике. И там на самом деле все достаточно интересно, советую вам посмотреть. Конечно, орудие это хорошо, но орудиями необходимо управлять, и корабли США всегда отличались хорошими средствами управления огнем. Первоначально это было, конечно же, большое количество директоров и оптических дальномеров, но уже в начале 40-х годов стали поступать различные радары, которые в большом количестве ставились и для орудий главного калибра, и для вспомогательной артиллерии. Опять же, чтобы понимать примерные цифры, тот радар, который был поставлен в конце 1941 года при дальности обнаружения 37 километров, имел погрешность определения 37 метров. Тот, который ставился в конце войны, имел дальность обнаружения уже до 41 километра и с точностью до 18 метров, причем мог обнаруживать самолеты, которые летели даже практически в нескольких метрах над поверхностью воды. Бронирование линкора хоть и выглядит супер мощным, но, как я уже сказал, не было способно защитить его от его же снарядов. Борт 305 мм под углом 15 градусов, лоб башен 406 под углом в 30 градусов, борт башни 249, задняя стенка 300. Примерно аналогично была защищена и боевая рубка. Очень много было уделено внимания горизонтальной броне, поэтому суммарно она составляла от 180 до 196 мм и состояла из 3 палуб для того, чтобы верхняя взводила взрыватели и снаряды взрывались, а нижняя ловила осколки. Ахиллесовой пятой, можно сказать, была противоторпедная защита, потому что, опять же, сделать ее очень широкой было невозможно, иначе бы линкор не влез в канал, но все-таки постарались, и она была довольно-таки глубокой, 5,5 метров, и состояла в центральной части из 4 полостей, заполненных жидкостью и воздухом, но, как потом выяснилось, все равно это было недостаточно. Очень сложно было в данное водоизмещение и в такие размеры впихнуть и силовую установку, но тем не менее добились мощности в 115 тысяч лошадиных сил. Всего было 8 котлов и 4 турбозубчатых агрегата, и котлы работали, в отличие от других капитальных кораблей, на повышенном давлении пара, примерно так же, как и на эсминцах, что позволило выжать из силовой установки максимум. В свои лучшие времена линкор мог развивать скорость до 27,5 узлов, но к концу войны из-за возросшего водоизмещения она снизилась где-то до 24-25 узлов. При этом после того, как корабль вступил в строй, у него были очень большие проблемы с движителями, поскольку из-за не очень хорошо рассчитанных винтов и из-за длинных валов двигателей были очень большие вибрации, эти вибрации так и не смогли устранить. Из-за этого задержалось введение корабля в строй практически на полгода, и он очень часто выходил на испытания с верфи Нью-Йорка, где он устроился, за что и получил свое прозвище «Шоу-бот». Так назывались плавучие цирки в США, и действительно весь Нью-Йорк выходил на набережные для того, чтобы посмотреть, как новейший американский линкор буквально несколько раз в месяц выходит на испытания. Вибрации эти немножко частично удалось решить, поставив вместо трехлопастных четырехлопастные винты и подкрепив определенным образом агрегаты. В основном это влияло на работу дальномеров, которые так тряслись, что невозможно было определить никакое вообще расстояние. Ну и последняя дальность хода 13,5 тысяч миль на 15 узлах и на максимальной скорости 3,5 тысячи миль.
При максимальной загрузке топливом дальность максимальная возрастала до 18,5 тысяч миль, что было очень хорошей автономностью, но учитывая то, что американцы очень хорошо умели дозаправлять корабли в море, то, конечно, автономность была выше всяких похвал. Помимо этого на корабле были еще и самолеты, потому что вести ему огонь приходилось на те дистанции, где не было уже прямой видимости с кораблями противника, поэтому было 3 самолета Kingfisher и 2 катапульты, и в дальнейшем эти самолеты также подвергались улучшению. Всего на корабле служило около 2000 человек, примерно 1900 было после вступления его в строй, и к концу войны это количество выросло до 2 с небольшим тысяч из-за того, что приходилось обслуживать огромное количество орудий ПВО. Ну и вроде бы все, со скучными цифрами, давайте перейдем к постройке. Северная Каролина была заложена 27 октября 1937 года, Вашингтон 14 июня 1938 года. Спущены на воду они с небольшой разницей в июне 1940 года и в апреле-мае 1941 года приняты на вооружение. Давайте начнем разговор все-таки с Северной Каролины. Как я уже сказал, очень много времени она провела в исправлении вот этих вот продольных вибраций, которые так до конца и не были исправлены. Поэтому первая операция для Северной Каролины началась только весной 1942 года, несмотря на то, что ее хотели сразу же отправить на Тихий океан, как только там разгорелась война. Американцы хотели отправить Северную Каролину для того, чтобы помочь Великобритании бороться с немецкими линкорами, в частности с Тирпицем, но решили все-таки отправить ее потом на Тихий океан. И с середины 1942 года она входила в соединение ТФ-18, которое базировалось вокруг авианосца УОСП, вместе с 4 крейсерами и 9 эсминцами. К этому моменту уже окончательно сформировалась идея быстрых авианосных соединений, которые базировались вокруг авианосцев, и эта сила потом стала основополагающей в американском флоте и в войне на Тихом океане. Первое сражение для Северной Каролины было в рамках Гвадалканальской кампании, когда она входила в соединение прикрытия авианосца Enterprise вместе с другими кораблями, и все соединение должно было осуществлять прикрытие высадки американцев на остров Гвадалканал, где японцы только что закончили строительство аэродрома. В рамках этой кампании произошло знаменитое сражение у острова Сава, где японцы нанесли серьезное поражение американцам и потопили несколько кораблей. Наверное, один из немногих успехов в морских битвах для японских кораблей, и Северную Каролину предполагали в качестве ответа на это сражение, хотели сделать тяжелое ударное соединение, но в дальнейшем от этого отказались. Следующее сражение, в котором Северная Каролина показала себя во всей красе, это сражение у Восточных Соломоновых островов 24 августа 1942 года, где она участвовала в прикрытии авианосца Enterprise. Enterprise, правда, получил все-таки в тот день 3 бомбовых попадания, но тем не менее Северная Каролина, несмотря на то, что отставала от него по скорости на 3 узла, обеспечила ему определенное прикрытие, и по разным данным удалось сбить от 7 до 14 самолетов. Это достижение Северной Каролины, правда, всячески оспаривается, потому что по некоторым данным большую часть самолетов сбили все-таки зенитчики на самом Enterprise, но тем не менее сколько-то самолетов сбить таки удалось, хотя для такого огромного корабля. В общем, были очень большие споры по поводу того, а есть ли смысл строить такие огромные корабли, как плавучие базы для ПВО. Уже в сентябре 1942 года вскрылась как раз та самая ахиллесова пята Северной Каролины, когда японская подводная лодка Ай-19 попала в Северную Каролину всего лишь одной торпедой. Авианосцу ВОСП в тот день повезло, конечно же, еще меньше, как и эсминцу О'Брайен, но Северная Каролина была настолько сильно повреждена, что она отправилась в док и пробыла там несколько месяцев, потому что дырень, которая образовалась в борту, была 10 на 6 метров, и корабль не мог идти со скоростью больше, чем 18 узлов. Для американцев это было очень интересным опытом, потому что это был первый капитальный корабль, линкор Америки, который получил торпедное попадание, и в дальнейшем уже при проектировании и строительстве кораблей типа Айова и Южная Дакота всячески пытались наварить более сильную противоторпедную защиту. Правда, некоторые эксперты говорили, что вообще-то так и планировалось, и линкор же не затонул, в конце концов, зачем делать ее еще лучше. Но все-таки это было довольно-таки показательно, потому что всего лишь одна торпеда по факту вывела линкор из строя.
Практически весь остаток 42 и начало 43 года прошло в прикрытии соединений, которые доставляли припасы и солдат на Соломоновы острова, и каких-то крупных боестолкновений с участием Северной Каролины в это время не было. В 43-44 году Северная Каролина также участвовала в прикрытии авианосных соединений во время операции по атаке на Гилбертовы и Маршалловы острова, и в дальнейшем участвовал в прикрытии авианосца Банкер Хилл, когда тот наносил удары по Новой Ирландии в конце декабря 1943 года. В феврале 1944 года Северная Каролина вместе с другими уже новыми линкорами, а также с ударной группой авианосцев, состоящей из 5 авианосцев Enterprise, Yorktown, Essex, Intrepid и Банкер Хилл, участвовала в налете на Трук, в результате которого Японии был нанесен, какой уже по счету сокрушительный удар, и было уничтожено почти 3 сотни самолетов. Помимо этого было уничтожено еще несколько десятков грузовых судов, и во время этого налета Северной Каролине вроде бы удалось огнем своих орудий главного калибра потопить одно грузовое судно. После этого Северная Каролина принимала участие в кампании на Новой Гвинее и весной 1944 года отправилась на Пёрл-Харбор для очередного ремонта и улучшений. К этому моменту количество американских кораблей на Тихоокеанском театре военных действий было огромным, а сопротивление Японии все менее выраженным, поэтому очень сложно установить, кто сбивал конкретные самолеты, какие корабли. Следующим крупным сражением для Северной Каролины стала битва в Филиппинском море в июне 1944 года, когда Японии опять был нанесен сокрушительный удар и было потоплено 3 авианосца. При этом количество сбитых самолетов исчислялось сотнями, но, опять же, учитывая огромное количество кораблей, в этом сражении, несмотря на то, что Северная Каролина действовала вместе с своим сестершипом Вашингтоном, было сбито всего лишь 2 самолета. Потом был снова ремонт, и к боевым действиям Каролина вернулась только в начале 1945 года и принимала в основном участие в обстреле береговых укреплений на Лузоне, и так же, как и огромное количество других кораблей, она принимала участие в обстреле при захвате Ивадзимы и Окинавы. К этому моменту японцы активно стали использовать самолеты камикадзе, и во время прикрытия соединений в битве за Окинаву Северная Каролина сбила 3 самолета камикадзе, при этом в это же время получила попадание от союзного корабля 5-дюймовым снарядом, который убил несколько человек. Во время последнего похода Ямато в начале апреля 1945 года, как этого не хотелось бы, тоже боестолкновение с надводным кораблем не произошло. Ямато, как известно, потопили авианосцы. Северная Каролина довольствовалась тем, что сбила 1 японский бомбардировщик. И практически все на этом закончилось. 15 августа Япония капитулировала, и 5 сентября Северная Каролина заходила в Токийский залив для того, чтобы забрать американских военных, и отправилась через Тихий океан назад домой, куда и прибыла в октябре 1945 года. После того, как война закончилась, Северная Каролина выведена в резерв в 1947 году и оставалась в нем, поскольку было несколько идей, как этот корабль можно улучшить. Одна из этих идей, например, была переделать его в вертолетоносец. Однако, когда посчитали, сколько необходимо денег, а оценивалось это все примерно в 30-40 миллионов долларов, учитывая, что корабль за такие же деньги был построен, а построен-то он был всего-то 10 лет назад. В общем-то, корабль был, относительно, можно сказать, современный. Решили этого не делать. Всего лишь за 250 тысяч долларов Северную Каролину выкупил штат Северная Каролина. И, к счастью, к нашему и к счастью тех, кто может ее посетить, она сейчас находится в виде музея в очень неплохом состоянии. Практически большая часть помещений открыта для посещения, и можно ознакомиться с тем, как этот корабль выглядит внутри. Так, а что же Вашингтон? Да, все в принципе, конечно, в целом и в общем то же самое, но есть некоторые очень интересные моменты. Во-первых, служба для Вашингтона началась исключительно на Атлантике, и если Северную Каролину не послали воевать с Тирпицем, то Вашингтон таки послали. Первое интересное происшествие с ним произошло уже в первый же день его похода, 27 марта, когда с его борта упал в Атлантический океан и исчез без следа, хотя тело его потом, конечно, нашли, но не выловили,
Контр-адмирал Уилкокс. Как это случилось, неизвестно, и до сих пор гадают, потому что, действительно, беспрецедентный случай. Были версии то, что он и покончил жизнь самоубийством, и то, что ему стало плохо с сердцем, и он упал. Но погода тогда в Атлантике была довольно-таки штормовая, поэтому произойти, в принципе, могло все что угодно. Но случай, выходящий из ряда вон, поскольку всего лишь 2 адмирала, и второй, это в 1958 году был случай, которые погибли вот так, исчезнув просто в океане. Но заключения с ним на этом не закончились удивительные. Он пришел в Великобританию, присоединился к флоту Метрополии и в дальнейшем участвовал в эскортировании конвоев, которые шли в Советский Союз, в частности, PQ-15, например, и обратные конвои QP-12, PQ-16, PQ-17 знаменитые. Напрямую он с немецкими судами не воевал и, в принципе, в каких-либо боевых действиях не участвовал, обеспечивая только дальнее прикрытие. Но он, например, поучаствовал в инциденте, когда линкор King George V столкнулся с эсминцем Пенджаби и потопил его тараном. И в результате из-за того, что Вашингтон был очень рядом, когда эсминец тонул, на нем взорвались глубинные бомбы и значительно повредили Вашингтон. Кинг Джордж, понятное дело, пошел на ремонт, и Вашингтон в дальнейшем тоже. Но, в общем-то, вот такие странные неудачи его преследовали. Несколько месяцев он пробыл в Европе, после чего вернулся в июле назад в Америку. В отличие, опять же, от Северной Каролины, Вашингтону все-таки удалось повоевать. И про это сражение я подробно рассказывал, когда рассказывал про сестершипы Конго, японского линкора, на момент уже войны линкора. В частности, Вашингтон участвовал в сражении в битве за Гвадалканал, и ему удалось потопить линкор Кирисиму. Не буду еще раз рассказывать то же самое, посмотрите видео, там обо всем рассказано. Но, в принципе, больше ничего и не было. Участвовал он и в филиппинской кампании, и участвовал в битве в заливе Лейте. По большому счету никого не потопил, кроме какого-то там несчастного торпедного катера. И в дальнейшем с 1944 года участвовал вместе с Северной Каролиной в тех же самых операциях по бомбардировке Ивадимы и Окинавы. После войны, правда, ему не повезло, и его никто не выкупил. Поэтому после того, как в 60-м году было принято окончательное решение корабли не переоборудовать ни в авианосцы, ни в вертолетоносцы, никуда, он был разделан на металл. Таким образом, получившийся проект был очень неоднозначным. С одной стороны, это были первые корабли такого плана, построенные в США, с другой стороны, в других странах такие корабли успешно строили. Если сравнивать с европейскими аналогами, как я уже говорил в самом начале, то линкор Северная Каролина проигрывает и по скорости, и в некоторых местах по бронированию. Калибр орудий, конечно, большой, но это все сделано с учетом стрельбы именно на больших расстояниях. В любом случае, американцы в дальнейшем построили более совершенные корабли, и знаменитый тип Айова и Южная Дакота, которые стали одними из самых мощных линкоров с намного большим запасом по модернизации и прослуживших в частности до 90-х годов, например, Айова. На сегодня все, что хотел вам рассказать и показать. Как всегда, не забывайте посмотреть несколько десятков других видео о истории самолетов и кораблей Второй мировой войны. А с вами был Фуриос, и до скорых встреч.